Я читаю из Ветхого Завета первую книгу Царств. Глава 1. Был один человек из Рамафаим Цофимы, с горы Ефремовой. Имя ему Елкана, сын Иерохама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафянин. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Фенана. У Фенаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Феннане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал особую часть, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: «Анна, что ты плачешь, и почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Илий же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если Ты призришь на скорбь рабы Твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий посчитал ее пьяной. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру и поклонились перед Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна, и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо, говорила она, от Господа я, и спросила его. И пошел муж ее Елкана и все семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему: «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится перед Господом и останется там навсегда». И сказал ей Елкана, муж ее: «Делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью».
только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в селом, взяв 3 тельца и 1 ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господень в селом. Отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привела отрока к Илию, и сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. Об этом дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у Него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». И поклонилась там Господу. Я читаю 1 книгу Царств, главу 2. «И молилась Анна и говорила: возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодное рождает 7 раз, а многочадное изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посажая с вельможами, и престол славы дает им наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с Ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли, и даст крепость царю своему, и вознесет рог помазанника своего. И пошел Елкана в Раму, в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа. И долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический, во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое». А если кто говорил ему: «Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя», то он говорил: «Нет, теперь же дай, а если нет, то силою возьму». И грех этих молодых людей был очень велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу.
Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его, и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Илий Елкану и жену его, и сказал: «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу». И пошли они в место свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей, а отрок Самуил возрастал у Господа. Илий же был очень стар, и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания, и сказал им: «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу, вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: «Так говорит Господь: не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтоб носил ефод предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так говорит Господь Бог Израилев: я сказал тогда: дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем, и ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою, но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с 2 сыновьями твоими, Офни и Финеасом. Оба они умрут в один день. И поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым, и он будет ходить перед помазанником моим во все дни. И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба, и скажет: причисли меня к какой-либо левитской должности, чтобы иметь пропитание. Я читаю из Ветхого Завета 1 книгу Царств, глава 3. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни,
видения были нечасты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза уже его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Воззвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я». И побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь другой раз воззвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господня, и еще не открывалось ему слово Господа. И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: «Самуил, Самуил». И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И сказал Господь Самуилу: «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его, я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их. И поэтому клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». И спал Самуил до утра, и отворил двери дома Господня, и боялся Самуил объявить видение это Илию. Но Илий позвал Самуила и сказал: «Сын мой Самуил». Тот сказал: «Вот я». И сказал Илий: «Что сказано тебе? Не скрой от меня. То и то сделает с тобой Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе». И объявил ему Самуил все, и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Илий: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через Слово Господне. Первая книга Царств, глава 4. «И было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну, и расположились станом при Авен-Езере, а филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: «За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома
ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финиес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали: «Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: «Бог тот пришел к ним в стан». И сказали: «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними». И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой. И было поражение очень великое, и пало израильтян 30 000 пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финиес, умерли. И побежал один вениаминтянин с места сражения, и пришел в Силом в тот же день. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Когда пришел он, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко восстенал весь город. И услышал Илий звуки вопля и сказал: «Отчего такой шум?» И тотчас подошел человек тот и объявил Илию. Илий был тогда 98 лет, и глаза его померкли, и он не мог видеть. И сказал тот человек Илию: «Я пришел из стана, сегодня же я бежал с места сражения». И сказал Илий: «Что произошло, сын мой?» И отвечал вестник и сказал: «Побежал Израиль перед филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сыновья твои, Офни и Финиес, умерли, и ковчег Божий взят». Когда упомянул он о ковчеге Божием, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьею Израиля 40 лет. Невестка его, жена Финиесова, была беременна уже перед родами. И когда услышала она известие о взятии ковчега Божия и о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колено и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: «Не бойся, ты родила сына». Но она не отвечала и не обращала внимания, и назвала младенца Ихавод, бесславие, сказав: «Отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божия и со смертью свекра ее и мужа ее». Она сказала: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». Я читаю 5 главу из 1 книги Царств. Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езера в Азот.
И взяли филистимляне ковчег Божий, и внесли его в храм Дагона, и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле перед ковчегом Господним. И взяли они Дагона, и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле перед ковчегом Господним, голова Дагонова и обе руки его, отсеченные каждая особо, на пороге. Осталось только туловище Дагона. Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не наступают на порог Дагонов до сего дня. И отяготела рука Господня над азотянами, и он поражал их и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его. И увидели это азотяне и сказали: «Да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для Дагона, Бога нашего». И послали и собрали к себе всех владетелей филистимских и сказали: «Что нам делать с ковчегом Бога Израилева?» И сказали: «Пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Геф». И отправили ковчег Бога Израилева в Геф. После того, как отправили его, была рука Господа на городе, ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты. И отослали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили аскалонитяне и говорили: «Принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтоб умертвить нас и народ наш». И послали, и собрали всех владетелей филистимских, и сказали: «Отошлите ковчег Бога Израилева, пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего». Ибо смертельный ужас был во всем городе, весьма отяготела рука Божья на них. И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес. Я читаю 6 главу из 1 книги Царств. «И пробыл ковчег Господень в области филистимской 7 месяцев. И призвали филистимляне жрецов и прорицателей, и сказали: что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отпустить его в свое место». Те сказали: «Если вы хотите отпустить ковчег Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности, тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука его». И сказали они: «Какую жертву повинности должны мы принести ему?» Те сказали: «По числу владетелей филистимских 5 наростов золотых и 5 мышей золотых, ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших. Итак, сделайте изваяние наростов ваших и изваяние мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву. Может быть, Он облегчит руку свою над вами и над богами вашими и над землей вашей. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? Вот когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Итак, возьмите, сделайте 1 колесницу новую, и возьмите 2 первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег Господень и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его и отпустите его, и пусть пойдет. И смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Вефсамису, то
Он великое сие зло сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не Его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно». И сделали они так, и взяли 2 первородивших коров, и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома. И поставили ковчег Господа на колесницу, и ящик с золотыми мышами, и изваяниями наростов. И пошли коровы прямо на дорогу к Вефсамису. Одною дорогою шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вефсамиса. Жители Вефсамиса жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели ковчег Господень, и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса Вефсамитянина и остановилась там. И был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Вефсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертвы Господу. И 5 владетелей филистимских видели это и возвратились в тот день в Аккарон. Золотые эти наросты, которые принесли филистимляне в жертву повинности Господу, были: 1 за Азот, 1 за Газу, 1 за Аскалон, 1 за Геф, 1 за Аккарон. А золотые мыши были по числу всех городов филистимских, 5 владетелей, от городов укрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа, и который находится до сего дня на поле Иисуса Вефсамитянина. И поразил Бог жителей Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 070 человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вефсамиса: «Кто может стоять перед Господом, сим святым Богом, и к кому Он пойдет от нас?» И послали послов к жителям Кириафиарима и сказать: «Филистимляне возвратили ковчег Господа. Придите, возьмите его к себе». Я продолжаю чтение 1 книги Царств. Теперь читаю 7 главу. «И пришли жители Кириафиарима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава на холм, а Елиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кириафиариме, прошло много времени, 20 лет, и обратился весь дом Израилев к Господу. И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил: «Соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу». И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились тот день, говоря: «Согрешили мы пред Господом». И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля.
Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян, и сказали сыны Израилевы Самуилу: «Не переставай взывать о нас к Господу Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян». И взял Самуил одного ягненка от сосцов, и принес его во всесожжение Господу, и воззвал Самуил Господу об Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. И выступили израильтяне из Массифы, и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вевхором. И взял Самуил один камень и поставил между Массифою и между Сеном, и назвал его Авен-Езер, камень помощи, сказав: «До этого места помог нам Господь». Так усмирены были филистимляне, и не стали более ходить в пределы Израилевы, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Аккарона и до Гефы, и пределы их освободил Израиль от рук филистимлян, и был мир между Израилем и Аммореями. И был Самуил судьею Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил и обходил Вифиль, и Галгал, и Массифу, и судил Израиля во всех этих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу. Я читаю 8 главу из 1 книги Царств. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему его сыну Иоиль, а имя второму сыну его Авия. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корость, и брали подарки, и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось это слово Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою. Итак, послушай голоса их. Только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его. И поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанья и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим,
и от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет 10 часть, и отдаст евнухам своим и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет, и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет 10 часть, и сами вы будете ему рабами, и восстенаете тогда царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Но народ не согласился послушать голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы. Будет судить нас царь наш, и ходить перед нами, и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа, и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их, и поставь им царя». И сказал Самуил израильтянам: «Пойдите каждый в свой город». Я продолжаю чтение первой книги Царств из Ветхого Завета Библии, главу 9. «Был некто из сынов Вениамина, имя ему Кис, сын Авиила, сына Церона, сына Бехорафа, сына Афия, сына некоего вениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у Киса, отца Саулова. И сказал Кис Саулу, сыну своему: «Возьми с собою одного из слуг, и встань, пойди, поищи ослиц». И пришел он на гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли. И прошли землю Шаалим, и там их нет. И прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним: «Пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». Но слуга сказал ему: «Вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда, может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти». И сказал Саул слуге своему: «Вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтоб принести человеку Божию. Что у нас?» И отвечал опять слуга Саулу и сказал: «Вот в руке моей четверть сикля серебра. Я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш». Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: «Пойдем к прозорливцу, ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде называли прозорливцем». И сказал Саул слуге своему: «Хорошо ты говоришь, пойдем». И пошли в город, где человек Божий. Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им: «Есть ли здесь прозорливец?» Те отвечали им и сказали: «Есть. Вот он впереди тебя, только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, застанете его, пока он еще не пошел на ту высоту на обед, ибо народ не начнет есть, доколе он не придет, потому что он благословит жертву, и после того станут есть званные. Итак, ступайте, теперь еще застанете его». И пошли они в город. Когда же вошли в средину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал: «Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой,
и ты помажь его в правителя народу моему Израилю. И он спасет народ мой от руки филистимлян, ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня». Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: «Скажи мне, где дом прозорливца?» И отвечал Самуил Саулу и сказал: «Я прозорливец, иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мной сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже 3 дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего?» И отвечал Саул и сказал: «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?» И взял Самуил Саула и слугу его, и ввел их в комнату, и дал им первое место между званными, которых было около 30 человек. И сказал Самуил повару: «Подай ту часть, которую я дал тебе, и о которой я сказал тебе, отложи ее у себя». И взял повар плечо, и что было при нем, и положил перед Саулом. И сказал Самуил: «Вот это оставлено, положи пред собою и ешь, ибо к этому времени сбережено это для тебя, когда я созывал народ». И обедал Саул с Самуилом в тот день. И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле. Утром встали они так. Когда взошла заря, Самуил воззвал к Саулу на кровлю и сказал: «Встань, я провожу тебя». И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: «Скажи слуге, чтобы он пошел вперед нас». И он пошел вперед. «А ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог». Слушайте продолжение чтения 1 книги Царств. Читаю 10 главу. «И взял Самуил сосуд с елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал: «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь 2 человек близ гроба Рахили, в пределах Вениаминовых, в Целцахе, и они скажут тебе: нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря: что с сыном моим? И пойдешь оттуда дальше, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретят тебя там 3 человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет 3 козлят, другой несет 3 хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе 2 хлеба, и ты возьмешь из рук их. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и перед ними псалтирь, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила,
Бог дал ему иное сердце, и сбылись все те знамения в тот же день. Когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу: что это сталось с сыном Кисовым? Неужели и Саул во пророках? И отвечал один из бывших там и сказал: а у тех кто отец? Посему вошло в пословицу: неужели и Саул во пророках? И перестал он пророчествовать, и пошел на высоту. И сказал дядя Саулов ему и слуге его: куда вы ходили? Он сказал: искать ослиц. Но, видя, что их нет, зашли к Самуилу. И сказал дядя Саулов: расскажи мне, что сказал вам Самуил? И сказал Саул дяде своему: он объявил нам, что ослицы нашлись. А того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл ему. И созвал Самуил народ к Господу в Массифу, и сказал сынам Израилевым: так говорит Господь Бог Израилев: я вывел Израиля из Египта и избавил вас от руки египтян и от руки всех царств, угнетавших вас. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали ему: царя поставь над нами. Итак, предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим. И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминова. И велел подходить колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриево. И приводят племя Матриево по мужам, и назван Саул, сын Кисов, и искали его, и не находили. И вопросили еще Господа: придет ли еще он сюда? И сказал Господь: вот он скрывается в обозе. И побежали, и взяли его оттуда, и он стал среди народа, и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал: да живет царь! И изложил Самуил народу права царства, и написал в книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ, каждого в дом свой. Также и Саул пошел в дом свой в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердца коснулся Бог. А негодные люди говорили: ему ли спасать нас? И презрели его, и не поднесли ему даров, но он как бы не замечал того. Я читаю главу 11 из первой книги Царств. «И пришел Наас, аммонитянин, и осадил Иавис Галаадский. И сказали все жители Иависа Наасу: заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. И сказал им Наас, аммонитянин: я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз, и тем положить бесчестие на всего Израиля. И сказали ему старейшины Иависа: дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе. И пришли послы в Гиву Саулову, и пересказали слова сии вслух народа, и весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул позади волов с поля и сказал: что сделалось с народом, что он плачет? И пересказали ему слова жителей Иависа. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. И взял он пару волов, и рассек их на части,
и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с волами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все как один человек. Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израилевых 300 000, и мужей Иудиных 30 000. И сказали пришедшим послам: «Так скажите жителям Иевиса Галаадского: завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце». И пришли послы, и объявили жителям Иевиса, и они обрадовались. И сказали жители Иевиса Наасу: «Завтра выйдем к вам, и поступайте с нами, как вам угодно». В следующий день Саул разделил народ на 3 отряда, и они проникли в средину стана во время утренней стражи и поразили аммонитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись, так что не осталось от них 2 вместе. Тогда сказал народ Самуилу: «Кто говорил Саулу ли царствовать над нами? Дайте этих людей, и мы умертвим их». Но Саул сказал: «В этот день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле». И сказал Самуил народу: «Пойдемте в Галгал и обновим там царство». И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирные жертвы пред Господом, и весьма веселились там Саул и все израильтяне. Я читаю главу 12 из 1 книги Царств. «И сказал Самуил всему Израилю: вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит пред вами, а я состарился и посидел, и сыновья мои с вами. Я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня. Вот я. Свидетельствуйте на меня перед Господом и перед помазанником его. У кого взял я вола? У кого взял осла? Кого обидел и кого притеснял? У кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои? И я возвращу вам». И отвечали: «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». И сказал он им: «Свидетель на вас Господь, и свидетель помазанник его в этот день, что вы не нашли ничего за мною». И сказали: «Свидетель». Тогда Самуил сказал народу: «Свидетель Господь, который поставил Моисея и Аарона, и который вывел отцов ваших из земли египетской. Теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами пред Господом о всех благодеяниях, которые оказал Он вам и отцам вашим». Когда пришел Иаков в Египет, и отцы ваши возопили к Господу, то Господь послал Моисея и Аарона, и они вывели отцов ваших из Египта и поселили их на месте этом. Но они забыли Господа Бога своего, и Он предал их в руки Сисары, военачальника Асорского, и в руки филистимлян, и в руки царя Моавитского, которые воевали против них. Но когда они возопили к Господу и сказали: «Согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить Тебе». Тогда Господь послал Иерваала, и Варака, и Иефая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно. Но увидев, что Наас, царь Аммонитский, идет против вас, вы сказали мне: «Нет, царь пусть царствует над нами», тогда как Господь, Бог ваш, царь ваш. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали. Вот Господь поставил над вами царя.
если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать голоса Его, и не станете противиться повелениям Господа, то будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа Бога вашего. А если не будете слушать голоса Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших. Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими. Не жатва ли пшеницы ныне? Но я вас зову к Господу, и пошлет Он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя. И воззвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день, и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу: «Помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». И отвечал Самуил народу: «Не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим, и не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете». Я читаю 13 главу из первой книги Царств. Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. 2000 были с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, 1000 же была с Ионафаном в Гиве Вениаминовой, а прочий народ отпустил он по домам своим. И разбил Ионафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве. И услышали об этом филистимляне, а Саул протрубил трубою во всей стране, возглашая: «Да услышат евреи!» Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал. И собрались филистимляне на войну против Израиля, 30 000 колесниц и 6 000 конницы, и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли, и расположились станом в Михмасе с восточной стороны Беф-Авена. Израиль, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан, в страну Гадову и Галатскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных». И вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтоб приветствовать его.
Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести все сожжения». И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову, а Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек. Саул с сыном своим Ионафаном и людьми, находившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой. Филистимляне же стояли станом в Михмасе. И вышли из стана филистимского 3 отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Офре, в округ Суаль. Другой отряд направился по дороге Вифаронской, а третий направился по дороге к границе долины Цеваим, к пустыне. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья, и должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники, и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. Когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Ионафаном, а только нашлись они у Саула и Ионафана, сына его. И вышел передовой отряд филистимский к переправе Михмасской. Я читаю главу 14 из 1 книги Царств. В один день сказал Ионафан, сын Саулов, слуге оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне». А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гивы, под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа. И Ахия, сын Ахитува, брата Иохаведа, сына Финиеса, сына Илия, священника Господа в Силоме, носившего ефод. Народ же не знал, что Ионафан пошел. Между переходами, по которым Ионафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной — Боцец, а имя другой — Сене. Одна скала выдавалась с севера к Михмасу, другая — с юга к Гиве. И сказал Ионафан слуге оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И отвечал оруженосец: «Делай все, что на сердце у тебя, иди, вот я с тобою, куда тебе угодно». И сказал Ионафан: «Вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам: остановитесь, пока мы пойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут: поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас». Когда оба они стали на виду у отряда филистимского, то филистимляне сказали: «Вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они».
И закричали люди, составлявшие отряд, к Иоаннафану и оруженосцу его, говоря: «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто». Тогда Иоаннафан сказал оруженосцу своему: «Следуй за мной, ибо Господь предал их в руки Израиля». И начал всходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне перед Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля, обрабатываемого парою валов в день. И произошел ужас в стане, на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. И увидели стражи Саула в Гиве Вениаминовой, что толпа рассеивается и бежит туда и сюда. И сказал Саул к народу, бывшему с ним: «Пересмотрите и узнайте, кто из наших вышел». И пересмотрели. И вот нет Иоаннафана и оруженосца его. И сказал Саул Ахии: «Принеси кивот Божий», ибо кивот Божий в то время был с сынами Израилевыми. Саул еще говорил к священнику, как смятение в стане филистимском более и более распространялось и увеличивалось. Тогда сказал Саул священнику: «Сложи руки твои». И воскликнул Саул, и весь народ, бывший с ним, и пришли к месту сражения. И вот там меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было очень великое. Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, и которые повсюду ходили с ними в стане, пристали к израильтянам, находившимся с Саулом и Иоаннафаном. И все израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим в сражении. И спас Господь в тот день Израиля. Битва же простерлась даже до Беф-Авена. Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул заклял народ, сказав: «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим». И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И пошел народ в лес, говоря: «Вот течет мед». Но никто не протянул руки своей к рту своему, ибо народ боялся заклятия. Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря: «Отец твой заклял народ, сказав: проклят, кто сегодня вкусит пищи. От этого народ истомился». И сказал Иоаннафан: «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не большее ли бы было поражение филистимлян?» И поражали филистимлян в тот день от Михмаса до Айалона, и народ очень истомился. И кинулся народ на добычу, и брали овец, волов и телят, и закололи на земле, и ел народ с кровью. И возвестили Саулу, говоря: «Вот народ грешит перед Господом, ест с кровью». И сказал Саул: «Вы согрешили, привалите ко мне теперь большой камень». Потом сказал Саул: «Пройдите между народом и скажите ему: пусть каждый приводит ко мне своего вола, и каждый свою овцу, и заколайте здесь, и ешьте, и не грешите пред Господом, не ешьте с кровью». И приводили все из народа, каждый своею рукою, вола своего ночью, и закололи там. И устроил Саул жертвенник Господу. То был первый жертвенник, поставленный им Господу.
И сказал Саул: «Пойдем в погоню за филистимлянами ночью, и оберем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека». И сказали: «Делай все, что хорошо в глазах твоих». Священник же сказал: «Приступим здесь к Богу». И вопросил Саул Бога: «Идти ли мне в погоню за филистимлянами? Предашь ли их в руки Израиля?» Но он не отвечал ему в тот день. Тогда сказал Саул: «Пусть подойдут сюда все начальники народа, и разведают и узнают, на ком грех ныне. Ибо жив Господь, спасший Израиля. Если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то и он умрет непременно». Но никто не отвечал ему из всего народа. И сказал Саул всем израильтянам: «Станьте вы по одну сторону, а я и сын мой Иоаннафан станем по другую сторону». И отвечал народ Саулу: «Делай, что хорошо в глазах твоих». И сказал Саул: «Господи Боже Израилев, дай знамение». И уличены были Иоаннафан и Саул, а народ вышел правым. Тогда сказал Саул: «Бросьте жребий между мною, между Иоаннафаном, сыном моим». И пал жребий на Иоаннафана. И сказал Саул Иоаннафану: «Расскажи мне, что сделал ты». И рассказал ему Иоаннафан и сказал: «Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть». И сказал Саул: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает. Ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть». Но народ сказал Саулу: «Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого! Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне». И освободил народ Иоаннафана, и не умер он. И возвратился Саул от преследования филистимлян, филистимляне же пошли в свое место. И утвердил Саул свое царство над Израилем, и воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом, и с аммонитянами, и с Едомом, и с царями Совы, и с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех. И устроил войско, и поразил Амалика, и освободил Израиля от руки грабителей его. Сыновья у Саула были Иоаннафан, и Ессуи, и Мелхусуа, а имена двух дочерей его: имя старшей Мерова, а имя младшей Мелхола. Имя же жены Сауловой Ахиноам, дочь Ахимааца, а имя начальника войска его Авенир, сын Нира, дяди Саулова, то есть племянник. Кис, отец Саулов, и Нир, отец Авенира, были сыновья Авиила. И была упорная война против филистимлян во все время Саулова. И когда Саул видел какого-либо человека сильного и воинственного, брал его к себе. Первая книга Царств, глава 15. И сказал Самуил Саулу: «Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф: вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». И собрал Саул народ, и насчитал их в Телаиме 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине. И сказал Саул кинеянам: «Пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ним».
ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта, и отделились киньяне из среды Амалика. И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом. И Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слова моего не исполнил». И опечалился Самуил, и взывал к Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил накормил, и там поставил себе памятник, и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». И сказал Самуил: «А что это за блияние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?» И сказал Саул: «Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочие же мы истребили». И сказал Самуил Саулу: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул: «Говори». И сказал Самуил: «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их? Зачем же ты не послушал гласа Господа, и бросился на добычу, и сделал зло пред очами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушался гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале». И отвечал Самуил: «Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». И сказал Саул Самуилу: «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил Саулу: «Не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: «Ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». И сказал Саул: «Я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. Потом сказал Самуил: «Приведите ко мне Агага, царя Амаликитского». И подошел к нему Агаг, дрожащий, и сказал Агаг: «Конечно, горечь смерти миновалась». Но Самуил сказал: «Как меч твой жен лишал детей,
так мать твоя между женами пусть лишена будет сына. И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале. И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой в Гиу Саулову. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Я читаю теперь 16 главу из 1 книги Царств. «И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил: как я пойду? Саул услышит и убьет меня. Господь сказал: возьми в руку твою телицу из стада и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иессея к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: мирен ли приход твой? И отвечал он: мирен. Для жертвоприношения Господу пришел я. Освятитесь и идите со мною к жертвоприношению. И освятил Иессея и сыновей его, и пригласил и их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: верно сей перед Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И позвал Иессей Аминадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуилу: и этого не избрал Господь. И подвел Иессей Самму, и сказал Самуил: и этого не избрал Господь. Так подводил Иессей к Самуилу 7 своих сыновей. Но Самуил сказал Иессею: никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Иессею: все ли дети здесь? И отвечал Иессей: есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуил Иессею: пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему: вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть господин наш прикажет слугам твоим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя. И отвечал Саул слугам своим: найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне. Тогда один из слуг его сказал: вот я видел у Иессея вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним. И послал Саул вестников к Иессею и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. И взял Иессей осла с хлебом, и мех с вином, и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу, и служил перед ним,
и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею: «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Первое царство, 17 глава. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Ефес-Даммиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовлялись к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей и пяди, медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди, медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей, а самое копье его в 600 сиклей железа, и перед ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Давид же был сын Ефрафянина из Вифлеема Иудина по имени Иессея, у которого было 8 сыновей. Этот человек во дни Саула достиг старости и был старший между мужами. 3 старших сына Иессеевы пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей его, пошедших на войну: старший Елиав, второй за ним Аминадав, и 3 Самма. Давид же был меньший. 3 старших пошли с Саулом. А Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И сказал Иессей Давиду, сыну своему: «Возьми для братьев твоих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их». Саул и они, и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, пришедший, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефы, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись.
И говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». И сказал Давид людям, стоящим с ним: «Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И отвечал Давид: «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отворотился от него к другому и говорил те же слова. И отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу: «Пусть никто не упадет духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню, и опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и с сумкою, и с пращою в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и увидел Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб,
так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина прощою и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. И поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворот Аккарона. И падали поражаемые филистимляне по дороге Шааримской до Гефа и до Аккарона. И возвратились сыны Израилевы из погони за филистимлянами и разграбили их стан. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авениру, начальнику войска: «Авенир, чей сын этот юноша?» Авенир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь: «Так спроси, чей сын этот юноша». Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид: «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема». Я читаю 18 главу из 1 книги Царств. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафанова, сына Саула, прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми, и это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянами, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царства». И с этого дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в прочие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав: пригвожду Давида к стене. Но Давид 2 раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил перед народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил перед ними. И сказал Саул Давиду: «Вот старшая дочь моя Мерова, я дам ее тебе в жену. Только будь у меня храбрым и веди войны Господни». Ибо Саул думал: пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем. Но Давид сказал Саулу: «Кто я? И что жизнь моя и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть
зятем царя. А когда наступило время отдать Мирову, дочь Саула, Давиду, то она выдана была в замужество за Адриэла из Мехолы. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду: через другую ты породнишься ныне со мною. И приказал Саул слугам своим: скажите Давиду тайно: вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя. Итак, будь зятем царя. И передали слуги Сауловы в уши Давиду все слова эти. И сказал Давид: разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный. И донесли Саулу слуги его и сказали: вот что говорит Давид. И сказал Саул: так скажите Давиду: царь не хочет вена, кроме 100 краеобрезаний филистимских, в отмщение врагам царя. Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян. И пересказали слуги его Давиду эти слова, и понравилось Давиду сделаться зятем царя. Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам, и люди его с ним, и убил 200 человек филистимлян, и принес Давид краеобрезания их, и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Мелхолу, дочь свою, в замужество. И увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом, и что Мелхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его. Я продолжаю чтение первой книги Царств. Читаю главу 19. «И говорил Саул Иоаннафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Иоаннафан Давида, говоря: отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте. А я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе». И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу отцу своему, и сказал ему: да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины? И послушал Саул голоса Иоаннафана, и поклялся Саул: жив Господь, Давид не умрет. И позвал Иоаннафан Давида, и пересказал ему Иоаннафан все слова эти, и привел Иоаннафан Давида к Саулу, и он был при нем, как вчера и 3-го дня. Опять началась война, и вышел Давид, и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. А злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукою своею на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Мелхола, жена его: если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит.
И спустила Милхола Давида из окна, и он пошел и убежал и спасся. Милхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждой. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида, но Милхола сказала: «Он болен». И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря: «Принесите его ко мне на постели, чтобы убить его». И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье ее козья кожа. Тогда Саул сказал Милхоле: «Для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтоб он убежал?» И сказала Милхола Саулу: «Он сказал мне: отпусти меня, иначе я убью тебя». И убежал Давид, и спасся, и пришел к Самуилу в Раму, и рассказал ему все, что сделал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Навафе. И донесли Саулу, говоря: «Вот Давид в Навафе, в Раме». И послал Саул слуг взять Давида. И когда увидели они сон пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря: «Где Самуил и Давид?» И сказали: «Вот в Навафе, в Раме». И пошел он туда, в Наваф, в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф, в Раме. И снял и он одежды свои, и пророчествовал перед Самуилом, и весь тот день и всю ту ночь лежал неодетый. Поэтому говорят: неужели и Саул в пророках? Читаю первую книгу Царств, 20 главу. Давид убежал из Навафа в Раме, и пришел и сказал Иоаннафану: «Что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей?» И сказал ему Иоаннафан: «Нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет». Давид клялся и говорил: «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам себе: пусть не знает о том Иоаннафан, чтоб не огорчился. Но жив Господь, и жива душа твоя, один только шаг между мною и смертью». И сказал Иоаннафан Давиду: «Чего желает душа твоя? Я сделаю для тебя». И сказал Давид Иоаннафану: «Вот завтра новомесячье, и я должен сидеть с царем за столом. Но отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи: Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его. Если на это он скажет: хорошо, то мир рабу твоему, а если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него. Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобою. И если есть какая вина на мне, то умертви ты меня. Зачем тебе вести меня к отцу твоему?» И сказал Иоаннафан: «Никак не будет этого с тобою, ибо если я узнаю наверное, что у отца моего решено злое дело совершить над тобою, то неужели не извещу тебя об этом?» И сказал Давид Иоаннафану: «Кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово?» И сказал Иоаннафан Давиду: «Иди, выйдем в поле». И вышли оба в поле. И сказал Иоаннафан Давиду:
жив Господь, Бог Израилев, я завтра около этого времени или послезавтра выпытаю у отца моего, и если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою перед ушами твоими, пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном, и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои и отпущу тебя, и тогда иди с миром, и да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню, а если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал: «Да взыщет Господь с врагов Давида». И снова Иоаннафан клялся Давиду своею любовью к нему, ибо любил его как свою душу. И сказал ему Иоаннафан: «Завтра новомесячье, и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято. Поэтому на третий день ты спустись и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня Азель. А я в ту сторону пущу 3 стрелы, как будто стреляя в цель. Потом пошлю отрока, говоря: пойди найди стрелы, и если я скажу отроку: вот стрелы позади тебя, возьми их, то приди ко мне, ибо мир тебе, и жив Господь, ничего тебе не будет. Если же так скажу отроку: вот стрелы впереди тебя, то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь. А тому, что мы говорили, я и ты, свидетель Господь между мною и тобою навеки». И скрылся Давид на поле. И наступило новомесячье, и сел царь обедать. Царь сел на свое место, по обычаю, на седалище у стены, и Иоаннафан встал, и Авенир сел подле Саула. Место же Давида оставалось праздным. И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид не очистился. Наступил и 2-й день новомесячья, а место Давида оставалось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Иоаннафану: «Почему сын Иессеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня?» И отвечал Иоаннафан Саулу: «Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил: отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями». Поэтому он и не пришел к обеду царя. Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему: «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым на срам себе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал ему: «За что умерщвлять его? Что он сделал?» Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Иоаннафан понял, что отец его решил убить Давида. И встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе, и не обедал во 2-й день новомесячья, потому что скорбел о Давиде, и потому что обидел его отец его. На другой день утром вышел Иоаннафан в поле, во время которое назначил Давиду, и малый отрок с ним. И сказал он отроку: «Беги, ищи стрелы, которые я пускаю». Отрок побежал, а он пускал стрелы так, что они летели дальше отрока. И побежал отрок туда, куда Иоаннафан пускал стрелы,
И закричал Иоаннафан вслед отроку и сказал: «Смотри, стрела впереди тебя!» И опять кричал Иоаннафан вслед отроку: «Скорей беги, не останавливайся!» И собрал отрок Иоаннафанов стрелы и пришел к своему господину. Отрок же не знал ничего, только Иоаннафан и Давид знали, в чем дело. И отдал Иоаннафан оружие свое отроку, бывшему при нем, и сказал ему: «Ступай, отнеси в город». Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом свою на землю и трижды поклонился. И целовали они друг друга, и плакали оба вместе. Но Давид плакал более. И сказал Иоаннафан Давиду: «Иди с миром». А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: «Господь да будет между мною, между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки». И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город. Я читаю главу 21 из первой книги Царств. «И пришел Давид в Номву к Ахимелеху священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом, и сказал ему: «Почему ты один, и никого нет с тобою?» И сказал Давид Ахимелеху священнику: «Царь поручил мне дело, и сказал мне: пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе, поэтому я людей оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукою, дай мне, хлебов 5 или что найдется?» И отвечал священник Давиду, говоря: «Нет у меня под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин». И отвечал Давид священнику и сказал ему: «Женщин при нас не было ни вчера, ни 3-го дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты. А если дорога не чист, то хлеб останется чистым в сосудах». И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Там находился в тот день перед Господом один из слуг Сауловых по имени Доик, идумеянин, начальник пастухов Сауловых. И сказал Давид Ахимелеху: «Нет ли здесь у тебя под рукою копья или меча? Ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное». И сказал священник: «Вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине дуба, завернутый в одежду позади ефода. Если хочешь, возьми его. Другого, кроме этого, нет здесь». И сказал Давид: «Нет ему подобного, дай мне его». И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гевскому. И сказали Анхусу слуги его: «Не этот ли Давид, царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили: Саул поразил 1000, а Давид 10 тысяч?» Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гевского, и изменил лицо свое перед ними, и притворился безумным в глазах их, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим: «Видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал передо мною? Неужели он войдет в дом мой?» Первая книга Царств, глава 22. «И пошел Давид оттуда, и убежал в пещеру Адалламскую, и услышали братья его, и весь дом отца его,
и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому: «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я узнаю, что сделает со мной Бог». И привел их к царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе Давид был в том убежище. Но пророк Гад сказал Давиду: «Не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину». И пошел Давид, и пришел в лес Херет. И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Гиве под дубом на горе, с копьем в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим, окружавшим его: «Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иессея поля и виноградники, и всех вас поставить тысяченачальниками и сотниками? Что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иессея? И никто из вас не пожалел о мне, и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Доик идумеянин, стоявший со слугами Сауловыми, и сказал: «Я видел, как сын Иессея приходил в Номву к Ахимелеху, сыну Ахитува, и тот вопросил о нем Господа, и дал ему продовольствие, и меч Голиафа, филистимлянина, отдал ему». И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитувова, священника, и весь дом отца его священников, что в Номве, и пришли они все к царю. И сказал Саул: «Послушай, сын Ахитува». И тот отвечал: «Вот я, господин мой». И сказал ему Саул: «Для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иессея, что ты дал ему хлебы и меч, и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Ахимелех царю и сказал: «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не обвиняй в этом, царь, раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого». И сказал царь: «Ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего». И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем: «Ступайте, умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом». И они знали, что он убежал, и не открыли мне. Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних. И сказал царь Доику: «Ступай ты и умертви священников». И пошел Доик идумеянин, и напал на священников, и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной ефод. И Номву, город священников, поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитува, по имени Авиафар, и убежал к Давиду. И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних. И сказал Давид Авиафару: «Я знал в тот день, когда там был Доик идумеянин, что он непременно донесет Саулу: я виновен во всех душах дома отца твоего. Останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души. Ты будешь у меня под охранением».
Первая книга Царств, глава 23. «И известили Давида, говоря: вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумна. И вопросил Давид Господа, говоря: идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду: иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль. Но бывшие с Давидом сказали ему: вот мы боимся здесь в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских? Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь, и сказал: встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собою и ефод, и донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль. И Саул сказал: Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, вошедший в город с воротами и запорами. И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю, осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: принеси ефод. И сказал Давид: Господи Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи Боже Израилев, открой рабу твоему. И сказал Господь: придет. И сказал Давид: предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула? И сказал Господь: предадут. Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля, и ходили, где могли. Саулу же было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зиф. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зиф, в лесу. И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему: «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе, и Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собою завет пред лицом Господа, и Давид остался в лесу, а Ионафан пошел в дом свой. И пришли зефеи к Саулу в Гиву, говоря: «Вот Давид скрывается у нас в неприступных местах, в лесу, на холме Гахила, что направо от Иесимона. Итак, по желанию души твоей, царь, иди, а наше дело будет предать его в руки царя». И сказал им царь Саул: «Благословенны вы у Господа за то, что пожалели о мне. Идите, удостоверьтесь еще, разведайте и высмотрите место его, где будет нога его, и кто видел его там, ибо мне говорят, что он очень хитер. И высмотрите и разведайте о всех убежищах, в которых он скрывается, и возвратитесь ко мне с верным известием, и я пойду с вами. И если он в этой земле, я буду искать его во всех тысячах Иудиных». И встали они, и пошли в Зиф прежде Саула. Давид же и люди его были в пустыне Маон, на равнине направо от Иесимона. И пошел Саул с людьми своими искать его. Но Давида известили об этом, и он перешел к скале и оставался в пустыне Маон. И услышал Саул и погнался за Давидом в пустыню Маон. И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула,
А Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить их. Тогда пришел к Саулу вестник, говоря: «Поспешай и приходи, ибо филистимляне напали на землю». И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам. Посему и назвал это место Села-Гам-Махлеков, скала разделений. Я читаю 24 главу из первой книги Царств. «И вышел Давид оттуда, и жил в безопасных местах Эн-Гади. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: вот Давид в пустыне Эн-Гади. И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля, и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечью при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его: вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после того больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим: да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень. И удержал Давид людей своих этими словами, и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря: «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу: «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтоб убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а моя рука не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом? За одною блохою? Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей». Когда кончил Давид говорить эти слова к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и заплакал. И сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво. Когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилева будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня,
и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу, и пошел Саул в дом свой. Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Первая книга Царств, глава 25. «И умер Самуил, и собрались все израильтяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран. Был некто в Маоне, а имение его на Кармиле, человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке своих овец на Кармиле. Имя человека того — Навал, а имя жены его — Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: «Взойдите на Кармил, и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от имени моего, и скажите так: мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на Кармиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». И пошли люди Давидовы, и сказали Навалу от имени Давида все эти слова, и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «Кто такой Давид? Кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от своих господ. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все эти слова. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояжьтесь каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими. Опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, бывши в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать. Ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним». Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов, и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смокв, и навьючила на ослов. И сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал: «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро.
Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала перед Давидом на лицо свое, и поклонилась до земли, и пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои, и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал — имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал, и ныне, господин мой, жив Господь, и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови, и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как Навал, враги твои, и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю твою жизнь. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих выбросит он как бы прощою. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». И сказал Давид Авигее: «Благословен Господь, Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Но жив Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы Навалу, мочащегося к стене». И принял Давид из руки ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский. И сердце Навала было весело, он же был очень пьян. И не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого, до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову». И послал Давид сказать Авигею, что он берет ее себе в жену. И пришли слуги Давидовы к Авигее на кормил, и сказали ей так: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». И собралась Авигея поспешно, и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида, и сделалась его женою. И Ахиноаму из Изриеля взял Давид, и обе они были его женами.
Саул же отдал дочь свою Мелхолу, жену Давидову, Фалтию, сыну Лаиша, что из Галлима. Я читаю главу 26 из первой книги Царств. «И пришли зефеи к Саулу в Гиву и сказали: вот Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо от Иесимона. И встал Саул и спустился в пустыню Зив, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зив. И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Иесимона, при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыню. И послал Давид соглядатаев, и узнал, что Саул действительно пришел. И встал Давид и пошел к месту, на котором Саул расположился станом. И увидел Давид место, где спал Саул и Авенир, сын Ниров, военачальник его. Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид и сказал Ахимелеху хиттиянину и Авессе, сыну Саруину, брату Иоава, говоря: «Кто пойдет со мною к Саулу в стан?» И отвечал Авесса: «Я пойду с тобою». И пришел Давид с Авессою к людям Сауловым ночью, и вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. Авенир же и народ лежат вокруг него. Авесса сказал Давиду: «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои, и так позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом, и не повторю удара». Но Давид сказал Авессе: «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным». И сказал Давид: «Жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. А возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водою, и пойдем к себе». И взял Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на них. И перешел Давид на другую сторону, и стал на вершине горы вдали. Большое расстояние было между ними. И воззвал Давид к народу и Авениру, сыну Нирову, говоря: «Отвечай, Авенир!» И отвечал Авенир и сказал: «Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?» И сказал Давид Авениру: «Не муж ли ты? И кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтоб погубить царя, господина твоего. Нехорошо ты это делаешь. Жив Господь, вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего, помазанника Господня. Посмотри, где копье царя и сосуд с водою, что были у изголовья его?» И узнал Саул голос Давида и сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И сказал Давид: «Мой голос, господин мой царь». И сказал еще: «За что господин мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонной жертвой. Если же сыны человеческие, то прокляты они перед Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтоб не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: ступай, служи богам чужим. Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткою по горам». И сказал Саул:
«Согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал». И отвечал Давид и сказал: «Вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет его, и да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господня. И пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня Он от всякой беды». И сказал Саул Давиду: «Благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь». И пошел Давид путем своим, а Саул возвратился в свое место. Первая книга Царств, глава 27. «И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь попадусь я в руки Саула, и нет для меня ничего лучше, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». И встал Давид, и отправился сам и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди его, каждый с семейством своим. Давид и обе жены его, Ахиноама, израилитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его. И сказал Давид Анхусу: «Если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою?» Тогда дал ему Анхуз Секелах. Посему Секелаг и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, которое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца. И выходил Давид с людьми своими, и нападал на гессурян, и гиргизиян, и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду: «На кого нападали ныне?» Давид сказал: «На полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерахмеела, и на полуденную страну Кинеи». И не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Геф, говоря: «Они могут донести на нас и сказать: так поступил Давид, и таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской». И доверился Анхуз Давиду, говоря: «Он опротивил народу своему Израилю и будет слугою моим вовек». Первая книга Царств, глава 28. В то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхуз Давиду: «Да будет тебе известно, что ты пойдешь со мной в ополчение, ты и люди твои». И сказал Давид Анхусу: «Ныне ты узнаешь, что сделает раб твой». И сказал Анхус Давиду: «Зато и я сделаю тебя хранителем головы моей на все время». И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом в Сонаме.
собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло его сердце. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через умим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: «Найдите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его: «Здесь, в Аэндоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои, и надел другие, и пошел сам и 2 человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне, и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря: «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила: «Кого же вывести тебе?» И отвечал он: «Самуила выведи мне». И увидела женщина Самуила, и громко вскрикнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря: «Зачем ты обманул меня, ты Саул?» И сказал ей царь: «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина: «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Каков он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня, и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался твоим врагом? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду. Так как ты не послушал голоса Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то и Господь делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг упал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина так к Саулу, и увидела, что он очень испугался, и сказала: «Вот раба твоя послушалась голоса твоего, и подвергла жизнь свою опасности, и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет в тебе крепость, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал: «Не буду есть». И стали уговаривать его слуги его, а также и женщина. И он послушался голоса их, и встал с земли, и сел на ложе. У женщины же был в доме откормленный теленок, и она поспешила заколоть его, и, взяв муки, замесила и испекла опресноки, и предложила Саулу и слугам его, и они поели, и встали, и ушли в ту же ночь. Первое царство, 29 глава. «И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположились станом у источника, что в Изриеле. Князья филистимские шли с сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом. И говорили князья филистимские: что это за евреи?
Анхус отвечал князьям филистимским: «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня». И вознегодовали на него князья филистимские и сказали ему: «Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» И призвал Анхус Давида и сказал ему: «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мной в ополчении, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня. Но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских». Но Давид сказал Анхусу: «Что я сделал? И что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?» И отвечал Анхус Давиду: «Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий». Но князья филистимские сказали: «Пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобою, и встаньте поутру, и когда светло будет, идите». И встал Давид, сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую, а филистимляне пошли на войну в Израиль. Первая книга Царств, 30 глава. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секелах, амаликитяне напали с юга на Секелах и взяли Секелах и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахиноама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: «Принеси мне ефод». И принес Авиафар ефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря: «Преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их?» И сказано ему: «Преследуй, догонишь и отнимешь». И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Васор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток Васорский. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою. И дали ему часть связки смоков, и 2 связки изюму, и он ел и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. И сказал ему Давид: «Чей ты и откуда ты?» И сказал он: «Я отрок египтянин, раб одного амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Мы вторгались в полуденную часть Керети, и в область Иудину, и в полуденную часть Халева, а Секелах сожгли огнем». И сказал ему Давид: «Доведешь ли меня до этого полчища?» И сказал он: «Поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня,
и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища». И он повел его. И вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И поражал их Давид от сумерок до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид, и не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили: «Это добыча Давида». И пришел Давид к тем 200 человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока в Асор. И вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить: «За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». Но Давид сказал: «Не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившие против нас. И кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить». Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правила для Израиля до сего дня. И пришел Давид в Секелах и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим, говоря: «Вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних, тем, которые в Вифиле, и в Рамофе Южном, и в Иаттире, и в Авроире, и в Шифмофе, и в Естемоа, и в Рахале, и в городах Иерахмеельских, и в городах Кинейских, и в Хорме, и в Харашане, и в Атахе, и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид сам и люди его». Первая книга Царств, глава 31. Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гилвуе. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Ионафана и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи меч твой, и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные, и не убили меня, и не издевались надо мною». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец же, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и 3 сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе. Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди израильские побежали, и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых, и нашли Саула и 3 сыновей его, падших на горе Гилвуйской, и отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих
и народу. И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Беф-Сана. И услышали жители Иависа Галаадского о том, как поступили филистимляне с Саулом, и поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Беф-Сана, и пришли в Иавис, и сожгли их там, и взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и постились 7 дней.